Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о плоде, который хорошо известен жителям Юго-Восточной Азии, но совершенно не знаком людям, проживающим в Европе. Это редкий фрукт называется нипа. Он является плодом мангровой пальмы нипа, произрастающей на побережьях и в устьях рек Индийского и Тихого океанов. Это единственная пальма, которая считается адаптированной к экосистеме мангровых лесов. В отличие от большинства пальм, ствол пальмы нипа растет под землей, только листья и стебель цветка растут вверх над поверхностью. Нипа широко применяется в строительстве, кулинарии, в частности, производстве напитков, уксуса, сахара и соли, а также в медицине и при изготовлении различных бытовых предметов. Плоды – редкий вид фруктов, их в основном употребляют в пищу сырыми, используют для приготовления освежающих напитков, свежих и консервированных десертов. При отсутствии внешней угрозы, которая обычно исходит от людей, использующих растения в своих целях, мангровая пальма нипа отлично самовоспроизводится и не требует помощи человека в культивации. Ее семена способны прорастать, будучи на материнском стебле, а затем они разносятся течением воды и легко укрепляются в почве, увеличивая ареал произрастания. Пальмы нипа растут в мягкой грязи и медленно текущих приливных и речных водах, которые приносят питательные вещества. Их можно найти настолько далеко в глубине материка, насколько прилив может вынести плавающие орехи. Они распространены на побережьях и реках, впадающих в Индийский и Тихий океаны, от Индии до Тихоокеанских островов. Наибольшие площади мангровые пальмы занимают в Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и на Филиппинах. Пальма может выдержать случайное кратковременное высыхание окружающей среды. Несмотря на название «мангровая пальма», ее распространенность в прибрежных районах с соленой водой ограничена. Она лишь умеренно устойчива к соли и страдает, если подвергается воздействию чистой морской воды. Она предпочитает солоноватые воды устьев рек. Обычно ее можно встретить в спокойных устьях и неглубоких лагунах с постоянным и большим притоком пресной воды. Родиной нипы считается Китай, район Хайнань, Бангладеш, Индия, Шри-Ланка и ряд других стран Юго-Восточной Азии. Наземная часть мангровой пальмы – очень длинные и размашистые листья, часто их длина достигает 7-9 метров. При этом стебель горизонтальный и практически всегда располагается под землей. Так называемое корневище, очень толстое, до 70 см в диаметре, ползет по грязи, с диагональными рубцами на листьях. Вертикальная часть стебля очень короткая. Вдоль стебля появляются побеги с длинными листьями. Массивный, плотный подземный стебель и корневая система могут противостоять быстрой проточной воде лучше, чем большинство других видов мангровых деревьев. Благодаря этому подземный стебель защищает землю от эрозии. С помощью этих растений укрепляют берега, предотвращая оползни. Цветки представляют собой шаровидное соцветие женских цветков на верхушке с сережковидными красными или желтыми мужскими цветками на нижних ветвях. Цветки появляются на длинном стебле длиной около 1 метра в виде соцветия, закрученного в спираль. Мужские и женские цветки выглядят по-разному. Первые напоминают длинный колос, который при созревании приобретает золотисто-желтый оттенок, а вторые схожи по форме с конусом и превращаются в каштаново-коричневые плоды, образуя шаровидные гроздья до 25 см в поперечнике на одном стебле. Женские цветки, напоминающие конус, плотно скручены в шаровидную головку, которая заканчивает главную ось соцветия. Ниже ее имеется от 7 до 9 боковых ветвей, которые заканчиваются густым колосом мужских цветков. Мужские цветки выглядят как длинный шип, а при созревании – золотисто-желтые с липкой пыльцой. Соцветие покрывается слоями трубчатых кроющих листьев, которые защищают развивающиеся цветки от затопления солоноватой водой во время высоких весенних приливов. Опыляют растения мухи-дрозофилы и маленькие пчелы из рода тригона. Пчелы могут быть не очень важными опылителями, поскольку они посещают только мужские, а не женские цветки. А вот дрозофилы посещают оба вида цветов и, вероятно, завершают свой жизненный цикл в ветвях мужского соцветия. Плоды пальмы имеют каштаново-коричневый цвет, собранные в шаровидные гроздья диаметром 20-25 см. Спелые орехи отделяются от гроздей и уплывают во время прилива, иногда прорастая, находясь в воде. Внутри каждого плода имеется семя.
Оно начинает прорастать, в период, когда еще находится в родительской грозди. Как только плоды опадают, росток уже начинает прокалывать оболочку плода. Именно в стадии незрелости его употребляют в пищу. Он пользуется популярностью у местных жителей, так как употреблять этот редкий фрукт в свежем виде можно только в местах ареала произрастания. Семя пальмы нипа по виду очень схоже с полупрозрачным леденцом молочного цвета. Консистенция желеобразная, аромат специфический. К слову, мангровая пальма произрастает не только в районе солоноватых пресных вод, она также может достаточно хорошо переносить и соленую воду, причем уровень содержания соли в водоеме влияет на вкус сока и плодов. Плоды имеют волокнистую структуру, а воздушные полости в семенной и плодовой оболочке помогают удерживать семена на плаву. В целом вкус этого редкого тропического фрукта сладковатый, чем-то похожий на вкус кокоса, но не такой сладкий и ароматный. В местах с соленой водой плоды более мелкие и не такие сладкие, они водянистые, а по цвету более прозрачные. По мере созревания семена становятся менее прозрачными, приобретая окрас слоновой кости и более твердыми. В таком виде они непригодны в пищу и используются для изготовления пуговиц. По сути, плоды нипы являются древесными орехами, но относятся к фруктам. Плоды растут гроздьями круглый год, но больше всего их в сезон дождей с конца апреля по ноябрь. Местные жители часто плывут на небольших лодках по каналам, глубоко вдающимся внутрь мангровых зарослей. Те, кто ходит пешком, ждут полудня, когда вода отступит, чтобы собрать фрукты. Обычный инструмент – простой острый нож. Поскольку сборщикам нужно ходить по болоту, им приходится позаботиться об одежде и обуви, чтобы защитить себя от пиявок, комаров и колючек. Чтобы плоды пальмы нипа стали съедобными, требуется около 6 месяцев. Сборщики обычно разрезают один плод, чтобы проверить, есть ли у него белая мякоть и выходит ли сок. После этого можно собирать гроздь. Во Вьетнаме, например, в день сборщик может собрать от 30 до 50 гроздей. Гроздья с фруктами сборщик оставляет у дороги и продолжает собирать. Через 2 дня, когда плодов собирается много, арендуется транспорт, чтобы перевезти их домой. За гроздья можно не беспокоиться, люди здесь не воруют. Фрукты продаются в магазинах по продаже напитков или на остановках вдоль дорог. Покупатель разрезает фрукт, достает белую мякоть и смешивает ее с кокосовой водой, чтобы получился освежающий напиток. Продаются также очищенные плоды пальмы нипа, обычно по цене 60 тысяч вьетнамских донгов или $2,5 США за килограмм. Пальма нипа – одно из наиболее ценных с коммерческой точки зрения растений мангровых зарослей. Интересен тот факт, что плоды и сок имеют довольно высокое содержание сахара. Благодаря этому сырье используется для приготовления различных напитков. Некоторые производители арендуют огромные территории на Филиппинах, где выращиваются мангровые пальмы с целью сбора сока и дальнейшего производства 95-градусного спирта. Его себестоимость является самой низкой, поэтому компании получают колоссальную выгоду. Непрерывный сбор урожая с одного растения может длиться 60-90 дней. При этом одно дерево дает около 43 литров, а с 1 гектара урожай составляет 30 тысяч литров сока, что после ферментации и дистилляции даст 1500 литров. Примечательно, что с момента сбора сока достаточно выдержать сырье в течение 10 часов при температуре около 5-6 градусов, чтобы получить вино. На Филиппинах и в Малайзии цветочную гроздь, соцветие, часто используют для получения сладкого съедобного сока, из которого производят местный алкогольный напиток, называемый туба, бахал или туак. Чтобы увеличить количество выделяемого сока в период формирования плода, по его стеблю бьют деревянным молотком. Идея состоит в том, чтобы ослабить волокна внутри стебля настолько, чтобы сок начал интенсивно вытекать.
Это надо делать 2 раза в день в течение 2 недель. Пальма нипа необычна тем, что ее стебель срезают, а сок собирают только после того, как цветок распустился. Невысокие пальмы делают сбор сока относительно простым, поскольку сборщику не нужно взбираться по лестнице, чтобы подготовить стебель цветка и собрать сок. Фруктовая гроздь готова к использованию, когда незрелые плоды достигают пика сладости, у них появляется привкус кокоса. Гроздь срезают со стебля примерно в 6 дюймах или 15 сантиметрах от того места, где она прикрепляется к стеблю. Древесная стружка предохраняет сок от порчи. В стебель втирают грязь, чтобы вызвать сокодвижение. Если зрелость плодов была определена правильно, то сок начинает течь сразу. На срезанный стебель надевают бамбуковую трубку или бутылку. Сок собирают 2 раза в день, отрезая полсантиметра от конца стебля после каждого сбора, чтобы он не слипался. Сок будет струиться из стебля в течение 30 дней. А так как нипа цветет непрерывно, то в течение всего года запас сока будет непрерывно пополняться. Брожение сока начинается почти сразу после того, как он попадает в бамбуковую трубку. В трубке для сбора сока достаточно много бактерий брожения. В пальме нипа на 50% больше сахара, чем в сахарном тростнике. После сбора сок помещают в большую емкость. Если оставить его на 3 дня, он становится бахалом, слегка кислым алкогольным уксусом. Хотя это не совсем уксус, им можно заправлять свежую рыбу. Через 30 дней собранный сок становится шукой. Для аромата в него добавляют свежий перец чили, лук, чеснок, имбирь и много черного перца. Им поливают все от риса до жареной рыбы. Из сиропа пальмы нипа изготавливают коричневый сахар. Ферментированный сок можно превратить в лаксой, прозрачный алкогольный напиток. У реки устанавливают перегонный куб из нержавеющей стали, затененной соломенной крышей. Сок нагревается до кипения. Поднимающийся пар конденсируется на вогнутой металлической крышке перегонного куба, а затем капает через трубку в подставленный кувшин. При помощи такого аппарата можно перегнать 20 галлонов сока в 1 галлон лаксоя. В результате первой перегонки получается слегка мутный напиток. Такой лаксой не является кристально чистым и не заслуживает звания первоклассный, пока не будет подвергнут вторичной дистилляции. Такие перегонные кубы являются общественным достоянием, каждым из них в среднем пользуются 20 семей. Чтобы попробовать напиток, за один плоский флакон карманного размера 375 мл лаксоя придется заплатить 10 песо или около 25 центов США. На островах Роти и Саву в Индонезии пальмовый сок нипа скармливают свиньям в сухой сезон. Говорят, что это придает мясу сладкий вкус. Молодые побеги также съедобны, лепестки цветов можно настоять для приготовления ароматного отвара. Пальмы нипа известны не только своими фруктами и соком, но и листьями. Листья пальмы могут использоваться для обустройства кровли в свежесобранном виде. Для изготовления долгосрочной кровли листья сушат, складывают их на стержень и сшивают вместе для получения черепицы. Эта черепица используется как для кровли, так и для облицовки стен домов. Она может прослужить 5 и более лет. Из листьев также делают зонтики, шляпы от солнца, плащи, корзины, циновки и сумки. Из молодых листьев делают обертки для сигарет. В России редкие фрукты, собранные с пальмы нипа, появляются в продаже уже в консервированном виде. Их вкус необычный, но очень сладкий, так как готовят их в сахарном сиропе. Такое лакомство вполне может стать самостоятельным блюдом или добавкой к различным фруктовым десертам и выпечке. При желании их можно добавить даже в компоты и соусы, придав блюдам нотку экзотики. Плоды нипа характеризуются высокой способностью обеспечивать организм энергией, но при этом содержание жира ничтожно мало. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!